Барев народ. В 1827 году французское сообщество отправило в район Вана своего первого исследователя. Это был немец Фридрих Шульц. К сожалению, в 1829 году он погиб от пули курдского разбойника. Тем не менее, материалы его исследований не пропали, и в 1840 году были опубликованы в журнале «Азиатик». Шульц успел только зарисовать клинописные надписи с Ванской скалы, и он предполагал, что эти надписи были на ассирийском языке. Однако дальнейшие исследования показали, что переписанные Шульцем надписи были на урарском языке. Так было открыто давно забытое царство Урарту и положено начало его изучению и исследованию. К концу IX века ситуация на Армянском Нагорье была следующая. Царство Митани теряет свое политическое значение от рук граничащей с ней Ассирии, и в результате на территории Армянского Нагорья возникает племенная раздробленность и враждебность. К тому моменту Ассирия завоевала уже большую часть Месопотамии и, понятное дело, не собиралась останавливаться на достигнутом и собиралась нападать на территорию Армянского Нагорья. В это же время в истории человечества наступает Железный век. Что это значит? Это значит, что у людей появились орудия для обработки камня, для качественной обработки, что люди научились строить оборонительные сооружения, научились делать оружие из железа и, в принципе, обороняться. То есть, в принципе, у жителей Армянского Нагорья было все для того, чтобы противостоять Ассирии. Но не хватало одного. Не хватало единства, потому что силами одного племени невозможно победить такого сильного врага, как Ассирия. И получилось так, чтобы для того, чтобы просто выжить, раздробленные племена Армянского Нагорья отодвигают свою гордыню и признают верховенство власти над собой. И так появляется Урарское царство с правящей династией урартов, урарского племени. Из надписей, сделанных во время правления ассирийского царя Салманасара III, мы узнаем имя первого урарского царя. Его звали Араму, и правил он примерно 860-844 года до нашей эры. Здесь нужно отметить пару важных моментов. В ассирийских источниках эта страна с IX века до нашей эры упоминается как Урарту. А в своих надписях на урарском языке цари Урарту называли себя царями царства Биайнини и властелинами города Тушпа, который являлся столицей Урарту, а позже стал называться город Ван. Вообще, многие ученые приравнивают название страны Урарту с названием Арарат. А о царстве Араратском мы много чего можем узнать из священных писаний, из Библии. Также с названием Урарту мы сталкиваемся в бехистунской надписи персидского царя Дария I, которая была сделана в VI веке до нашей эры. Бехистунская надпись была сделана на 3 языках – древнеперсидском, эламском и аккадском. Здесь, на аккадском языке, армянское царство упоминается как Урашту, то есть Урарту, на древнеперсидском как Армина или Армения, а на эламском Арминуа или Харминуа. Исходя из этого, многие ученые отождествляют Урарту с Арменией и делают вывод, что Урарту – это древнее название Армении. Царство Урарту было феодальной монархией. Его правитель называл себя царем царей Ирили Ирилауэ. Главный придворный сановник в день восхождения царя на престол должен был совершить обряд помазания царя. Армия страны состояла из отрядов, которые приводили с собой крупные землевладельцы. Кроме территории самого царства, которым управляли наместники, Урарская империя включала в себя еще и вассальные княжества, например, Итиуни и Диоукей. Дань, иначе Меше, выплачивала население, чаще всего в виде скота. Пантеон урарских богов формировался из богов-покровителей отдельных местностей и племен. Верховным божеством был бог Халди,
которому в надписях приписаны все победы урарских царей. Этот бог так сильно влиял на жизнь Урарту, что жителей этой страны называли людьми Халди или халдеями, и их язык тоже халдейским. Центр почитания бога Халди был в городе Мусасир, и туда ездили молиться сами цари Урарту. Кроме Халди, в триаду верховных богов Урарту входили бог войны Тейшеба и бог солнца Шивини. Саргон Ассирийский оставил нам описание своего похода по территории Урарту в 713 году до нашей эры. Он засвидетельствовал, что это была богатая страна и что ее сельская местность и окруженные стенами города процветали. Саргон упоминает также о большом количестве имевшихся там в изобилии хранилищ для зерна, о пышности виноградников и о прекрасном качестве вин, которые в бурдюках и кувшинах хранились в урарских погребах. Ассирийский писец похвалил этот край за великолепные, украшавшие его леса. Это было еще до ужасного уничтожения этих лесов. Еще нам сообщают, что урарские луга кормили своей травой лошадей знаменитой местной породы. В отличие от ассирийских городов из кирпича, урарские были построены из камня и окружены циклопическими башнями. Немногие дошедшие до нас произведения искусства из Урарту отмечены непосредственным влиянием ассирийского искусства. тоже было и в области литературы. Урарты заимствовали из ассирийского вавилонского мира клинопись и характер надписей. Однако нет сомнения, что жители Урарту приспособили эти элементы чужой культуры к своему национальному характеру. А теперь, когда общая характеристика царства нам ясна, предлагаю вам погрузиться в историю создания, расцвета и упадка забытого царства Урарту. Как было сказано ранее, основателем царства Урарту был царь Араму, который объединил под своей властью разрозненные племена государства Наири. Историк Мовсес Хоренаци пишет об Араму как о предке героя, в честь которого названа Армения. Араму был современником ассирийского царя-завоевателя Ассурназипала II. В конце своего царствования Араму столкнулся с завоевательной политикой нового царя Ассирии Салманасара III. Вот как ассирийский царь описывает свой поход на Урарту в 858 году до нашей эры. «Я вышел из Хубушки и подошел к Сугунии, укрепленному городу Араму Урарского, осадил и захватил город, перебил его многочисленных воинов, сложил башню из голов напротив города и сжег в огне 14 его окрестных поселений. Я вышел из Сугунии, спустился к морю страны Наири, омыл в море свое оружие, принес жертвы моим богам». Второй поход на Урарту и на сопредельные ему территории Салманасар III предпринял в 857 году до нашей эры. На сей раз ассирийцы вторглись вглубь Урарту и дошли до столичного города Арзашкуна. Арзашкун, царский город Араму Урарского, я захватил, разрушил, снес и сжег, пишет Салманасар. Пока я находился в Арзашкуне, Араму Урарский, понадеявшись на мощь своего войска, пошел мне навстречу. Я победил его, истребив его всадников, сразил 3000 его бойцов, залил кровью его воинов широкую степь. Некоторые историки склонны считать, что вот эти набеги ассирийцев на Урарту были чисто грабительскими, а не завоевательными, потому что завоеватели обычно не разоряют, не уничтожают захваченные ими территории и поселения. То есть Ассирия не присоединила к себе никаких земель от Урарту и также не установила свою вассальную зависимость ни над одной из этих провинций. Поэтому мы можем сделать вывод, что Араму окончательно объединил свою страну. Преемником Араму на троне Урарту стал Сардури I. Какие родственные связи были между Араму и Сардури I, мы не знаем. Во всяком случае, в своих надписях Сардури I называет себя не сыном Араму, а сыном некоторого Лутипри. Сардури I титулует себя царем царей, могучий царь, царь царей, царь всех. Это означает, что его власть была достаточно прочной. Об этом мы узнаем из собственных надписей Сардури I, которые были обнаружены у подножия Ванской скалы. Ванская скала
была в длину 1800 метров, в ширину 60 метров, а в высоту 80. Вдобавок, во времена Урарту Ванская скала выходила своей западной частью к берегу озера Ван. Тем самым она стала для урартов прям подарком природы, который урарты использовали для создания неприступной крепости. Строительство крепости началось при царе Сардури I. Город Тушпа, построенный под защитой крепости, был столицей Урарту с первой половины IX века по VII век до нашей эры. Не сумев ничего завоевать в Урарту, Салманасар III попытался присоединить к своей империи спорные области на границе с ней. Это Хубушкия, Муцацир, Манна. Однако эта кампания, как и предыдущая, не принесла ассирийцам новых территорий. В этом случае их набеги тоже были просто рейдом, но на этот раз только у границ, то есть без захода на территорию царства Урарту. Преемником царя Сардури I был его сын Ишпуни. Ишпуни сделал своим соправителем своего сына Минуа, который правил примерно до 785 года до нашей эры. Ишпуни перешел от оборонительной политики к завоевательной и начал расширять границы своего государства в 3 направлениях: на юго-восток от Тушпы, к южному побережью озера Умрия и в горные районы Закавказья. Надпись, посвященная походу к южному побережью озера Умрия, интересна тем, что содержит точные сведения о войсках царя Ишпуни. Под покровительством бога Халди отправились из города Миишта Ишпуни, сын Сардури, Минуа, сын Ишпуни. Был Ишпуни могущественный, и Минуа могущественен. В войске 106 боевых колесниц, 9174 всадника, 2704 пеших воина. Вел бог Халди Ишпуни, сына Сардури, Минуа, сына Ишпуни. Завоевали они города Миишта, Куа, Шариту, Нигиби, страны Баршуа. Минуа во главе войск своего отца в 828 году до нашей эры покорил Мусасир, который имел огромное значение как со стратегической точки зрения, так и с моральной, потому что в Мусасире находился храм святилища бога Халди, которому поклонялись все урарские цари. В 827 году Минуа заставил подчиниться страну Манна, где знаком верховной власти Урарту стала постройка крепостей и поселение в них гарнизонов. На северном направлении Минуа первым из царей Урарту перешел через горы Агридак и вошел в бассейн Аракса. На западе Минуа подчинил себе страну Диаукеи. На востоке Минуа покорил страну Лукиуни. Стоит отметить, что Минуа был таким же выдающимся распространителем цивилизации, как и воином и завоевателем. Многие из его надписей прославляют строительство знаменитого канала, по которому воды реки Хашаб текут в пригороды Вана и снабжают пресной водой столичный город Тушпа. Длина этого канала примерно 50 километров, и он орошает обширные земли, пригодные для обработки. Вообще, забота о воде и орошении была постоянным делом урартов, в том числе на государственном уровне. Канал Минуа используется особой известностью среди всех остальных сооружений Урарту. Путешественников обычно поражает сама чистота и прозрачность воды, а также быстротечность ее течения. Так как озеро Ван, на берегу которого стоял столичный город, было соленым озером, его вода была непригодной для орошения. Поэтому проблема решалась через канал. Вода в канал поступала из многочисленных родников к югу от реки Хашаб. Она собиралась в деревянное русло искусственное и быстрым шумным потоком просто орошалась по нужным городам, в том числе и по Тушпе. Отмечу, что единственная реконструкция канала Минуа была в современный период произведена в 1950 году. Тогда среднюю часть канала заменили железнобетонными конструкциями. Но до этого, вообще, вы представляете, да, насколько это старое сооружение, и оно не требует какой-либо глобальной реконструкции. Это удивительно. Что можно сказать по итогам управления Ишпуни и его сына Минуа? Территориальная экспансия Минуа в сочетании с ростом могущества Урарту определенно подорвали могущество Ассирии.
потому что Ассирия не обладала месторождениями железа и также не обладала землями, годными для коневодства. То есть ассирийцам приходилось добывать железо и лошадей в Урарту или в других странах и государствах. Поэтому расширение границ Урарту закрывало определенные торговые пути для Ассирии, и также укрепление Урарту делало ее государством непригодным для грабительских походов и для просто рейда. То есть при Менуа Урарту значительно укрепилась. Преемником Менуа был его сын Аргишты I. Годы правления этого царя хорошо известны нам по его хронике, вырезанной в цитадели Вана на фасаде пещерных комнат, которые, по его приказу, были вырублены в скале. Эта хроника – рассказ о военных действиях, которые он вел более 13 лет. Аргишты I был завоевателем, при котором царство Урарту достигло своего расцвета. В 1894 году российский ученый Алексей Ивановский приобрел у жителя села Чолмакчи камень с клинописью, которую расшифровал известный востоковед Михаил Никольский. Надпись была следующая: «Аргишты, сын Менуа, это зернохранилище соорудил. 10 100 капи там». Постройка столь крупного зернохранилища по повелению самого царя свидетельствовала о том, что в этом месте находился крупный город. Позже была найдена табличка с надписью: «Величием бога Халди Аргишты, сын Менуа, эту могущественную крепость построил. Установил ее имя Эребуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил». Крепость Эребуни, основанная в 782 году до нашей эры, положила начало городу Еревану, нынешней столице Армении. Аргишты основал город Аргиштихинили, который стоял на месте современного Армавира. Среди завоеваний Аргишты также были царство Ириаки, царство Ишкугулу, земли вокруг озера Сиван, области Киекуни и область Иштамани. Аргишты I расширил границы своего государства в северном и в южном направлениях, а также в направлении запада. На юге Аргишты I полностью победил ассирийцев в борьбе за господство над приграничными территориями. Это стоило ему больших усилий и неоднократных военных столкновений с Ассирией. В хрониках Аргишты мы видим, что борьба закончилась в пользу урартов. Аргишты отбросил ассирийские войска от Манны и захватил в плен ее царя Азу, который сотрудничал с ассирийцами. И Манна, и Хубушкия остались вассалами Урарту. На юго-западе Аргишты также возобновил боевые действия против стран Шупа и Хатте. То есть мы можем сделать вывод, что Аргишты I расширял границы своего государства во всех направлениях. В первой половине 8 века до нашей эры происходит существенное ослабление власти в Ассирии. Аргишты I на троне заменяет его сын Сардури II. При Сардури II территория Урарту продолжала расширяться к северу. Были подчинены некоторые мелкие государства вокруг озера Сиван, а также область Этиуни. Нужно сказать, что завоевания урартов несли с собой цивилизацию. Например, Сардури II построил в областях Армавира сады, виноградники и каналы. На юго-западе Сардури II сделал вассалами страны Сафена и Комагена. Это был расцвет царства Урарту. Если посмотреть на карту, то мы увидим, что это была доисторическая Армения, которая географически, чисто по территориям, очень сильно сходится с будущей Арменией Тиграна Великого. Однако расширение Урарту было возможно лишь в условиях ослабления власти Ассирии. При новом энергичном ассирийском царе Тиглат-Пилесаре III ассирийцы возобновили свои завоевательные походы, в том числе на Урарту. То есть началась война за, в первую очередь, приграничные территории, которые Сардури II лишь недавно сделал своими вассалами. И в результате этой войны земли возле рек Батан и Батман, а также Сафена и Комагена снова перешли под власть ассирийцев. В
В 735 году ассирийский царь вторгся в земли уже самого Урарту и осадил столичный город Тушпа. Но все его старания были напрасны, потому что захватить город ему не удалось. Ассирийский царь утолил свой гнев тем, что он убил множество пленных и поставил свою огромную статую перед нетронутым городом столичным Тушпа и просто развернулся и уехал домой. В том же году Сардури II умер или погиб, и его власть наследовал его сын Руса I. Разгром урарской армии стал поводом для того, чтобы вассальные территории и княжества, подчиненные Урарту, взбунтовались, то есть начались поместные недовольства. Но Руса смог подавить все восстания и сохранить государство и целостность государства Урарту. На некоторое время войны между Урарту и Ассирией прекратились, и это позволило Русе заняться благоустройством государства. В частности, он построил город Улху у северного берега озера Урмия и построил в нескольких километрах от Тушпы новую столицу Урарту Русахинили. Руса I старался объединить против Ассирии своих соседей, младших правителей. Но в это время на южные границы Урарту обрушилось нашествие киммерийцев, кочевого народа фрако-фригийского происхождения, который в то время двигался по Малой Азии. Руса вышел навстречу захватчикам, но, к сожалению, был побежден. Из ассирийских источников мы узнаем, что 9 его военачальников погибли в этом бою с киммерийцами. Ассирийский царь Саргон II, увидев, что противник был ослаблен этим поражением, перестает колебаться и сразу же вступает в сражение против царя Русы. Изначально Саргон идет против вассалов Русы I, то есть княжеств, которые были передовыми бастионами Урарту. Царь Ассирии встретился с армией Русы. Руса был побежден и бежал в направлении страны Мусасир, которая оставалась ему верной до конца. После этой победы Саргон вторгся на территорию уже самого Урарту, разоряя просто все на своем пути и разрушая урарские города. Обратный путь царя Ассирии проходил через территорию нынешнего города Ван, откуда он отправился наказывать Урзану, царя государства Мусасир, который, как мы уже говорили, все время оставался верным союзу с Урарту. Урзана смог сбежать, но его город был разорен. Соответственно, знаменитый храм богов Халди и Ардини, куда приезжали молиться цари Урарту, также был разрушен и разорен. Итак, военный поход ассирийцев на Урарту в 713 году до нашей эры был очень разрушительным, но все же это было только рейдом, потому что Урарту осталось полностью независимым. Самое большее, чем мог похвастаться Саргон, это возвращение под власть Ассирии царств Мусасир и Манна. И действительно, в следующие годы Саргон использовал свою победу для того, чтобы подчинить себе западные спорные земли. А Руса I, видимо, не выдержал всех этих событий и, как сообщают нам ассирийские источники, либо заболел и умер, или же, как сообщают более поздние ассирийские источники, покончил жизнь самоубийством. После Руса I престол наследовал его сын Аргишты II. При нем царство Урарту достаточно быстро оправилось от поражения 713 года. Между Урарту и Ассирией были дипломатические споры насчет приграничных территорий, однако без военных столкновений. Здесь отмечу, что в 681 году до нашей эры ассирийский царь Синахириб был убит своим сыном Адрамелеком. Убийца укрылся в царстве Урарту. Эти события широко известны благодаря Библии. Армяне считают Адрамелеха предком одного из известнейших армянских семейств – семейства Арцруни, а несколько армянских царей брали себе имя Синахириб. Руса II, сын Аргишты II, правил в Урарту с 680 по 639 года до нашей эры. В надписи Звартноца возле Вагаршапата, нынешнего Ичмиатина, сказано, что этот царь, по примеру своих предков, сажал виноградники, разводил сады и рыл каналы. Руса II
отразил натиск киммерийцев, перед которыми потерпел поражение его дед Руса I. Но он отразил этот натиск дипломатическим путем. Руса II заключил союз с киммерийскими полчищами и пытался направить их против своего наследственного врага, против Ассирии. Однако после неудачной попытки завоевания ассирийской провинции Киликия, киммерийцы направляются в центральную часть Анатолийского Нагорья разорять фригийское царство Мидасов. К тому же времени царству Урарту начала угрожать новая опасность. Скифы, другой кочевой индоевропейский народ, поселились в Мидии и даже в царстве Манна, из которого угрожали хубушки, находившиеся на границе с Ассирией. Короче говоря, во время правления Русы II из-за возникавших внешних угроз в виде кочевников две империи, Ассирия и Урарту, пытались в какой-то степени поддерживать солидарность и не вступать в открытый конфликт. Последним царем Урарту, чье имя дошло до нас, стал Руса III, сын Эримена, правивший, видимо, с 625 по 595 года. О нем свидетельствуют фрагменты фриза и щиты с надписями «Ваня» и надпись в Армавире. На этом прекращается информация из местных источников. Ассирия перестала существовать как государство в 605 году до нашей эры, а царство Урарту просуществовало до 590 года до нашей эры. Столица Урарту, город Тушпа, пала под натисками медийских войск, после чего центральная часть разгромленного государства вошла в состав Мидии, занимающей территории северо-западного Ирана. Не последнюю роль в гибели Урарту сыграли разгром Мидией скифов и последующее отступление этих скифов через территорию Урарту, потому что, отступая, скифы разрушали и сжигали многие урарские административные центры и города, и это привело к окончательному разрушению Урарского царства. Таким образом, падению Урарту способствовали как внутригосударственные межплеменные противоречия и враждебность, так и необходимость постоянного удержания натиска ассирийской державы, скифов, киммерийцев, медийцев и других вражеских государств и племен. Повлиял на упадок Урарту также и политический кризис, который охватил всю Переднюю Азию на рубеже VII и VI веков до нашей эры. От Урарту осталось большое наследие. Прежде всего, это благоустроенные города, мощные крепости, крупные хозяйственно-административные центры, которые символизировали собой начало процесса урбанизации в Южно-Кавказском регионе. Урарское зодчество представлено разными типами сооружений: городами-крепостями с мощными оборонительными стенами, дворцовыми комплексами, высеченными в толще монолитной скалы, храмами, мемориальными памятниками в виде вертикальных каменных плит с надписями. Ученые отмечают, что, владея принципами строительной техники и культурой обработки камня, урарты создали высокую культуру городского строительства. Придворная культура Урарту очень многое приняла от Ассирии, прославляя царя, его войско, его мощь и силы государства. Ее отличает стремление произвести сильное впечатление огромным богатством, могуществом и пышностью. Интерьеры урарских дворцов и храмов богато украшены живописными изображениями божеств, разного рода животных, сценами царской охоты, жертвоприношениями быков. Большого мастерства урарты достигли в прикладном искусстве, особенно в производстве изделий из бронзы, отличавшихся художественным мастерством и декоративной пышностью. Яркими образцами прикладного искусства урарту являются оружие, доспехи, нарядные детали украшения мебели, сделанные из серебра и золота ювелирные украшения, а также изделия, вырезанные из кости и рога. В Урарту имелась своя иероглифическая письменность, образцы
которые были найдены при раскопках на Топрак-Кале и Кармиш-Блуре. Но уже в IX веке до нашей эры урарты ввели у себя систему письменности, выработанную на основе ассирийской клинописной письменности, и приспособили ее к своему языку, несколько изменив форму знаков. Таким образом, культура урарту, носившая ярко выраженный самобытный характер, тем не менее впитала в себя многие этнокультурные традиции других этнических общин, например, хеттского государства. Также культура урарту генетически связана с культурой хуритского государства Митани, в составе которого находилась значительная часть территории Урарту. Бесспорно и влияние самой урарской цивилизации на развитие культуры как армян, так и других древнейших народов Кавказа. Также культура урарту влияла и на соседние народы. Например, наибольшие ее достижения были восприняты Мидией, затем Ахеменидским Ираном и широко распространились по всему Переднему и Среднему Востоку. Когда после 3 столетий расцвета царство Урарту все же рухнуло, оно уже исполнило свои главные предназначения. Первое – это останавливаемость ассирийских завоевателей у подножья армянского Тавра. Так как мы уже говорили, что натиски ассирийской армии были всего лишь рейдами, и Урарту сохранила свою полную независимость и самостоятельность, получилось у Урарту собрать воедино все разрозненные племена армянского Нагорья и сделать так, чтобы у этих племен была общая политика и общая культура. Второе предназначение – это историческая рамка, единая территория, которую Урарту оставила в наследие Армении. Урарту также оставила Армении и еще одно наследие – это свою материальную цивилизацию. Ну а в следующем выпуске мы более подробно поговорим об образовании древнеармянского государства. Если вам был полезен этот выпуск, поставьте лайк на это видео. Также напишите в комментариях, что нового вы узнали сегодня, поделитесь своим мнением. А также просим делиться этим видео, чтобы как можно больше армян узнало историю Армении. Наша цель и наше стремление – это истинная история Армении в каждый дом. И это мы можем сделать только вместе, совместными усилиями. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.